Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сейчас вход пишется на сам аппарат, это OnePlus Nord 2T. Притом, отличие от двойки, как вы понимаете, по минимуму. Основное, разумеется, это внешний вид, процессор, ну и все остальное вы узнаете в ролике сразу. Пока 60 FPS залочено, то есть съемка вот сейчас ведется в 4К 30 FPS. Пока никаких каких-то супер изменений я вам не скажу, потому что их, спойлер, нет. В руке у меня Neo 6 SE, это тот же концерн BBK. Почему он в руке? Спойлер, на него будет обзор где-нибудь через недельку. Он намного лучше. Но это другая история, потому что здесь нет 20-го бенда. В Норде есть все. В Норде оболочка, которую мы все любим, и, надеюсь, 60 FPS они разлочат. Смотрим. Nord 2T. Вы уже видели вход, видели, как он снимает первоначально. Вы уже знаете, что практически все OnePlus, какие только есть у меня, были на канале. Будут еще 3 вида Ace, надеюсь, если они мне их все-таки пришлют, потому что сейчас вместо Ace первого мне прислали почему-то 10 Pro. И, конечно же, я рад, потому что это выгодно с одной стороны, с другой стороны обзор пока не предвидится в ближайшее время. Как выглядит этот Nord? Стандартно черная упаковка. В черной упаковке они обычно запихивают OnePlus low cost. 8128 я покупал. И что интересного? Google Apps Use Most. То есть, проще говоря, здесь гуглы, разумеется, на борту. И будем вскрывать, будем тестировать, потому что, ладно, здесь можно open сделать. Разумеется, упаковка максимально стилизована под то, что называют лоукостом. Я напоминаю, что у чего-то дорогого упаковки красные, у чего-то недорогого упаковки черные. Nord. Недавно Nord был 2 SE Lite. Посмотрите на канале, кому интересен обзор, телефон мне понравился. То есть это уже лоукосты, которые не тормозят, не фризят, и тебе не приходится говорить, что вы платите только за прошивку. Чехол довольно качественный, интересный во всяком случае. Ничем нет, все время все-таки химией чуть-чуть пахнет. И выглядит это дело, вау, класс, они молодцы. Они сделали наподобие Vivo V8, X80 Pro, который у меня на руках, наподобие Huawei P50 Pro и наподобие чего-то вот с кругленькими камерами. Фронталка в левом верхнем углу, не по центру, я это дело тоже люблю. К сожалению, нет мини-джека, к сожалению, нет инфракрасного порта. Телефон сам по себе довольно тонкий, но камеры довольно сильно выпирают. К слову, здесь есть, как у премиума, вот такой механический переключатель на беззвучный режим. И это плюс в карму, значит, смартфон супер лоукостом в принципе у них не считается. Что у нас еще? Разумеется, евро розетка, евро зарядка на 80 Вт. То есть никаких переходников нам не нужно. И смартфон, значит, у нас глобальной версии. Я когда покупал, особо не задумывался. Сразу вижу без включения довольно крупный подбородок с одной стороны. С другой стороны, мне нравится вот эта вот крышечка у него. Скорее всего, даже она, возможно, не из пластика. Хотя внешне кажется, что из пластика. Ту текстуру, которую вы видите, она ощущается по-другому. Она ощущается, если честно, как глянец, только получается, что отпечатки пальцев не остаются. С другой стороны, вот это вот вокруг все дико блестючее. Оно идет в странный контраст. В общем, в целом мне нравится идея. Потому что хорошо, что OnePlus играется с дизайном. В чехол помещается довольно легко, прилегание хорошее, но весь шик-блеск от смартфона, конечно, слегка теряется. Где у нас скрепка? Точнее, ключ для извлечения сим-карт. Все стандартно, никаких извращений они не придумывали, как у некоторых смартфонов, которые защита от попадания влаги. К сожалению, либо 2 сим-карты, либо 2 сим-карты физических. Никаких карт памяти сюда не запихать. 192 грамма вес, это не особо и много. По размерам мы сейчас проверим. Постараюсь его не поцарапать. 159 миллиметров в высоту, 73 миллиметра ширина. Это получается компакт. Это прям почти компакт, друзья. Потому что толщина у него всего 8,4 мм, с блоком камер 10,5 мм. Защитная пленка на борту, никаких водопадов, подбородок неприятный. Узнаете все в ролике, обновился, не обновился, какие здесь плюшки. Особые плюсы, шик и блеск, то, что здесь механический переключатель. Понятно, что они это брали и у Яблока, но это их уже родная фишка, особенно для смартфонов не низкого ценового сегмента. Это не низкий ценовой сегмент, хотя в
в рублевом эквиваленте сейчас это дело стоит максимально выгодно. Когда я покупал, не было максимально выгодно. Но что делать? Подписываемся, смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно, это, разумеется, 5 Mi Band 6 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, Xiaomi OneMo Evo и соневские наушники разыгрываются в ближайшее время. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в черном и нефритовом цвете. Внешне смартфон выглядит, как по мне, очень привлекательно, солидно и даже модно. Даже учитывая блок камер, который неплохо так выступает. Тыльная часть выполнена из стекла Corning Gorilla Glass 5 версии с матовым покрытием, хотя с первого взгляда похоже на пластик, тактильно напоминающего Soft Touch. В руке без чехла лежит удобно, как и с чехлом. Пользоваться смартфоном одной рукой можно без каких-либо проблем. Отпечатки на корпусе не остаются, сборка качественная, как и материалы, но без чехла телефон довольно скользкий. С другой стороны, в чехле он теряет всю свою прелесть внешнюю. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, физические переключатели режимов звука, разъем для зарядки USB Type-C 2.0, к великому сожалению. И как мы недавно с вами выяснили в Vivo, что в некоторые смартфоны все-таки топовый Type-C-шник запихивают. Два микрофона, динамики, один основной, один разговорный. Звучание здесь стерео, так как разговорный выступает в роли основного. Звук плосковатый, в настройках имеется Durac Audio Tune с 4 готовыми эквалайзерами для различных сценариев использования. Кастомного эквалайзера в стоке нет. Топовым звук точно не назвать. Мини-джек и экопорт отсутствуют. Защиты от влаги официально заявленной нет, но салазки прорезинены. Летим дальше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,43 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская, дисплей покрыт Corning Gorilla Glass 5 версии, плотность пикселей 409 ppi, чего более чем достаточно. К слову, у OnePlus 9RT размер 6,62 дюйма, он больше, и плотность пикселей, соответственно, ниже. Но вот с герцовкой у OnePlus 9RT, напоминаю, 120, а не 90. Буду иногда про него вспоминать, чтобы вы понимали, что новинка не такая уже топовая, учитывая ценник. И дело не в Норде 2. Nord 2T поддерживает, разумеется, sRGB и DCI-P3, что большинство смартфонов данной ценовой категории поддерживает, имеет сертификацию HDR10+, соотношение сторон 20 к 9. При прямом попадании света на экран яркости с включенной автояркостью слегка не хватает. 650 нит — это не космос, и этот смарт слегка ярче, чем Nord 2. Но пользоваться смартфоном в солнечный день можно, хоть и затруднительно. Частота обновления экрана 90 или 60 Гц, автогерцовки нет и 120 Гц тоже нет. Тач по тестам, как по мне, максимум на 180 Гц. Результат теста вы можете наблюдать на экране. И понятно, что в рекламе пишут, я вам показываю, что у меня получилось по тестам. Может быть, как-то не так проводил, можете написать в комментах ваше мнение. DC-диминга в наличии нет, шим на 100% яркости 9,2, на 50-73, на минимальной 25, на нуле 13. Не радостные показатели. Лично я не восприимчив к данному шиму, но людям, которым шим доставляет дискомфорт, советую уделить этому максимум внимания и решить для себя, стоит ли. Автояркость работает хорошо и точно подстраивается под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Постоянный Always On дисплей в наличии, он кастомный, можно долго и упорно с ним что-то химичить, но опять же все как у всех. OnePlus в этом смысле во всех моделях молодец. Далее, дисплей на 10 касаний откликается хорошо, мультитач на борту. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположен низко, но работает он отлично без нареканий. Иногда область теряется, исключительно как визуализация. И то зависит от прошивки. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя, распознавание лица срабатывает стабильно хорошо даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица, экран в целом хороший. Не считая 90 Гц неприятного шима, в настройках, разумеется, есть возможность настроить его под свои предпочтения. Подбородок внизу экрана средних размеров и во время использования практически незаметен. Но еще раз напоминаю, что HDR10+ также в RT есть. Там 120 Гц, чуть-чуть меньше плотность пикселей, экран сам по себе чуть-чуть больше, и яркости там намного больше, там целых 1300 нит против 650 нит у Nord 2T. Вообще Nord 2T от Nord 2 далеко не ушел. Процессор здесь MediaTek Dimensity 1300, который в 1200 отличается энергоэффективностью, это в двоечке было, и техпроцесс не отличается. 6 нанометров, 8 ядер,
таймер, максимальная частота 3 ГГц, графический процессор Mali G77 MC9, интерфейс Oxygen OS 12.1 на базе Android 12 версии, оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Виртуальное расширение ОЗУ на борту плюсом до 5 гигабайт максимум, по мне это такая бесполезная фишка. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128 или 256 гигабайт. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 серии, не последнего, поддержка 5G сетей, что нас не особо волнует и в ближайшее время вряд ли будет волновать. Для 4G бенды 7 и 20 на борту, связь смартфон ловит отлично, проблем со связью у меня не было. Звучание при звонках хорошее, микрофоны отрабатывают также без нареканий. Датчик приближения меня не подводил, машем Xiaomi. Запись разговоров в стоке отсутствует, вибромоторчик линейный по оси X, не топорный, но как по мне слабоват, хоть и настроить силу вибрации возможность есть. Bluetooth почти последней версии 5.2, 5.3 уже существует, NFC поддерживается, и MirPay установить можно без проблем, им же и оплачивают. Из навигации на борту GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и Navic. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 1 метра, что неудивительно для Dimensity. Напоминаю, что Qualcomm в лучшем случае 3 метра. Емкость аккумулятора 4500 мАч. В PC-марке выдал 8 часов 29 минут и осталось 20%. Тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. А также я проводил тест при 60 Гц, и результат оказался меньше, что странно. 8 часов 17 минут и осталось еще 20%. Смартфон поддерживает Super VOOC на 80 Вт и имеет сертификаты TUV безопасности зарядки, при том, что заряжается он с примерно той же скоростью, как и великолепный Nord 2. Беспроводной зарядки не завезли, что неудивительно. Заряжается он от 0 до 17% от родного адаптера питания за 5 минут, у меня от 0 до 50 за 15 и от 0 до 100 за 36 минут. Поедает за 30 минут просмотра видео на YouTube на максимальной яркости, по Wi-Fi 8%, соответственно 16 час. За час игры в Genshin Impact на средних настройках графики улетает всего лишь 17%, и такой результат я давно не встречал. Можете спокойно 5 часов в Genshin играть, и это прям неплохо. Играть комфортно, картинка плавная без рывков, лагов я не наблюдал, что хорошо. Если выставить максимальные настройки графики, дела обстоят не так уж и плохо. Я бы сказал, что даже хорошо, так как лагов практически не было. В Standoff 2 играть можно без каких-либо проблем, что очевидно так же, как и World of Tanks, PUBG Mobile и так далее. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит совсем не радужно. 182 гипса минимально, максимально 356 и в среднем 264 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 625, в мультикоре 2532, 3D Mark показал Wildlife 4641, Wildlife Extreme 1318, Wildlife Stress Test 4639, Wildlife Extreme Stress Test 1327, Slingshot Extreme прошел с максимальным результатом, а Slingshot 6619. Бантуту выдал 636 тысяч попугаев, что меньше почти на 80 тысяч, чем у Vivo IQO 6 SE, который стоит значительно меньше, и обзор на который обязательно будет. В телеграм-канале скидок уже есть примеры съемки его. Storage-тест показал 57 тысяч, это не космос. 45-минутный стресс-тест прошел совсем не идеально. Результаты вы можете наблюдать на экране. Результат теста искусственного интеллекта скромный, 656 тысяч. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль Sony IMX766 с оптической стабилизацией на 50 мегапикселей, за которой мы все бежим. Сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и цифровой стабилизацией. Объектив на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении с основного модуля 4К 30 FPS, 60 FPS залочены, может быть разлочат. Замедленная съемка на борту и максимально может она снимать в 1080p 480 FPS, а также 720p 960 FPS. На фронталке у нас сенсор IMX615 на 32 мегапикселя с цифровой стабилизацией. Находится фронталка в левом верхнем углу. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS, что было ожидаемо. В стоке имеются стандартные режимы для фото и видеосъемки. Как по мне, основной модуль с видеосъемкой справляется хорошо. Фотоснимки получаются неплохо даже в ночное время суток. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p 60 FPS, тест основной камеры, дождь. Иду в парк Савушкина. Можно параллельно фотографировать, можно ставить на паузу и X максимум 10. Ну, разумеется, это мыло. Это ультраширик рядом с дорогой. Опять же, тест камеры. Если встать, то снимает более-менее. Наверное, одна из самых приличных фронталок, что я видел у великолепного ванпласовского бюджетника. Вот сейчас вы видите, что роллинг шаттера нет, как микро работает и как все остальное. Возможно, кстати, нету роллинг шаттера.
И снимает, хотя 1080p 30 fps по мне довольно неплохо. Что удивительно. Самое приятное, что именно этот смартфон по неясной мне причине не улучшает. То есть, видите, морщинки, седые волосы и все остальное. Немного мучения для фронтальной камеры. Почему? Потому что ночное время такое себе. Опять же, у нас белые ночи в Санкт-Петербурге. Но это не влияет. Почему? Потому что света мало. Этого света, несмотря на то, что мало, он присутствует. Но вы видите, что вместо моего лица, скорее всего, вы наблюдаете один сплошной шум. И это значит, что даже в таких более-менее лояльных условиях фронталка вообще никак не справляется. Из интересного здесь есть, разумеется, подсветка самого экрана. Это значит, что я сейчас для себя в кружочке. Экран генерирует свет, подсвечивая дополнительно мое лицо, но фронталке это никак не помогает. 1080p, печальные, шумные, но так у них даже в супер-мега топовых телефонов у BBK. Роллинг шаттера нет. Двухоконные режимы, разумеется, их 3 предустановленных вида. Максимально солнечно, съемка с одной руки, безумный ветер, возможно, вы что-то там слышите. То, о чем я говорил как раз в обзоре на Vivo, здесь есть вариант кружка, что довольно круто. Ультраширика, ночь, Мурина, съемка с одной руки и да, снимает аппарат не очень с ультраширика, что и требовалось доказать, что в принципе как и все. Мой любимый двухоконный режим 3 видов, как вы видите, фронталка ее колбасит конкретно, день Мурина, и сейчас вы увидите зайчика. Зайчик — это когда, я думаю, вы догадаетесь, вот там на здании отсвечивается солнце. Вот так примерно зайчик будет выглядеть на вашей съемке, при вашей съемке. Можно X2 делать на основную камеру. Квадратик в режиме реального времени менять нельзя, к сожалению. И по основной камере даже с одной руки, как вы видите, снимает он хорошо. По фронталке его, конечно, колбасит, и для этого нужно вставать. Можно проверить роллинг шаттер, но заодно услышали, как микрофон отрабатывает рядом с людьми на скейтах. Еще один пример двухоконного режима. Ушел зайчик, поэтому съемка проще для смарта. Но стаб не очень хороший. Хотя фронталка не самая плохая, наверное. Но в процессе теста вполне возможно мое мнение поменяется. Переход. Любимый. Второй, правда, Мурина. Говорю тихо. День. Вот так выглядит день из перехода. В целом вопрос остается только к стабу в первую очередь. С фронталкой мы уже в OnePlus у BBK смирились, да? Немного основной камеры, точнее ультраширика при выходе из перехода. Выглядит эпично, но по ощущениям мыло. Допустим, если вы решите делать обзоры с недостаточным освещением, но вот так, плавно ведя рукой, вы сможете снимать, допустим, какие-нибудь там распаковки. Все это нужно нарезать, разумеется, растягивать, но ультраширик 1080p максимум парк. Вы же просили без движения, вот, пожалуйста. 4К 60 фп, 30 fps, 60 fps залочено. Смотрим X. X максимум 10. Мыло мыльное. Можно фотографировать, можно, разумеется, ставить на паузу. Сверхстаб работает только в 1080p, и вы его сейчас наблюдаете. То есть даже если ты двигаешь быстро, если ходишь, бегаешь, все равно справляется. С другой стороны, это только 1080p. И иксы использовать нельзя. Студия, ночная съемка, и мне фонарь бьет в глаза, точнее это LED-вспышка. Вы сейчас можете примерно оценить, насколько хорошо данный смартфон снимает. Снимаю с одной руки, движение бесполезно. В общем, в целом, если вы захотите ночью снимать, то как минимум вот так вы снимать сможете однозначно. С основной камеры, опять же, с 2T. Примерно так. Студия, абсолютная темнота в идеале должна быть. Я подсвечен слегка белым у кружка.
И вот вам пример, образно говоря, ночной съемки. Единственное, вот с той стороны, позади меня, слегка есть свет. В целом, вот так, в абсолютной темноте, вы сможете себя снимать. Смешно сказать, но это тест смартфона Nord 2T ночью, при том, что в Питере белые ночи, и сегодня самая длинная ночь, 23 число. И 3 часа темнее уже не будет. В темном помещении снимать пытался, но это примерно было никак. То есть какие-то примеры вы уже видели. Что могу сказать? При недостаточном освещении снимает смартфон неплохо, с одной стороны. С другой стороны, идеальной съемку не назвать, но это и не удивительно. Что с фронталкой вы видите, 1080p это предел, и все. 4К 30 FPS, 3 часа ночи, Мурина, как вы видите, нет никого, но света, в принципе, хватает. С одной стороны. С другой стороны, будем считать, что это такие легкие сумерки, потому что все равно прямых лучей нет. И, как видите, включены все еще лампы освещения. Если принимать во внимание то, что в принципе при любых раскладах нет смартфонов, которые идеально снимают ночью, то вот примерно в вечернее время, когда солнце только ушло, так вы сможете снимать. Потому что ночью все равно все снимают, я говорю как человек, который делает ролики, с дополнительным освещением. Немного двухоконного режима. Еще раз. Вот там вдалеке месяц. Кстати, нет, двигать можно. А вот менять в режиме реального времени нет. Можно X2 делать. Я думаю, вы видите месяц, 3 часа ночи. Вот такие они белые ночи. Хотя, опять же, самые белые ночи можно увидеть исключительно на крайнем севере. Там вообще солнышко не садится. Привет Наринмару, привет Мурманской области. Минусы: нет 60 FPS у основного модуля, пока они залочены. Нет ЭК-порта, нет мини-джека, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD. Показатели шима не лучшие, и аппарат по мне на голову ниже, чем OnePlus 9 RT, который стоит примерно так же. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, так же, как и на 9 RT. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Напоминаю, что я там вас информирую, подрубают Киви или нет. Сейчас, допустим, через Киви на Али покупать нельзя. Но курс на сегодня, допустим, на Али был 64 рубля. В принципе, адекватно и покупать можно, товары приходят. Девайсов у меня море, расписано все до середины июля, притом смартфонов тоже, поэтому часть кусками обзора я выгружаю в телегу. Здесь места всему не хватает. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, тем более в ближайшей перспективе через 3 дня на Али распродажа. Может быть, они выгрузят промокоды, хотя я очень сильно сомневаюсь. В последнее время они нас совсем не жалуют. Подписывайтесь на болталку, резюмирую. И резюмировать я бы хотел, в принципе, одной моделью. OnePlus 9 RT. Да, в течение ролика вам все вспоминают OnePlus Nord 2. Кто-то, может быть, вспоминать 8T какой-нибудь, еще что-то подобное. Poco F3, которое можно было на низком курсе купить за 16 тысяч. И с ним я хожу и мучаюсь специально, чтобы потом делиться ощущениями и говорить, что это мыло я снимал с Poco F3, друзья. Не спрашивайте у меня, почему я скидываю в телегу взаимопомощи или скидок такие фотографии. Но это лирика, не лирика. То, что когда ты пользуешься экраном с данной яркостью, а он вроде бы AMOLED, ты получаешь ни рыба, ни мясо. То есть у тебя и не IPS, вроде бы, и AMOLED с космос-шимом, но не космос яркостью. Летом, вот в такой солнечный день, его реально не хватает. Возможно, кто-то из вас приобрел этот телефон, он хорош. Особенно, когда был на низком курсе. Если выбросить яркость, конечно, и переключатель круто, и оболочка плавная, и фотографии, и съемка, и вроде бы все ничего. Только это та же самая двойка. Ребрендинг чуть-чуть новее процессор, Dimensity, вы сами знаете, как я к нему отношусь. И если зачем-то бежать, и вам нужен OnePlus, RT это абсолютно другой уровень. И в данном случае он не такой-то и старенький.
И не надо мне писать про агрегации частот, не надо мне вспоминать про какие-то особенности покупки, что здесь можно его вообще в любых локальных магазинах 2Т купить. Но вы же не для этого обзор смотрите, не для того, чтобы я вашу жизнь сделал проще. Я как раз, наверное, должен просто честнее ее сделать. Если вы будете приобретать данный аппарат, знайте, что что-то есть лучше за меньшие деньги. Поэтому подписываемся с лайком. Еще раз, девайс сюда. Ну, вы понимаете, какое добра и удачи вам, дорогие друзья.